Вы просто работаете, держите на себе бизнес, процессы, людей. Каждый день решаете важные задачи. Но не говорите, кто вы и каков ваш вклад. И кажется, я-то знаю, сколько я делаю. И другие тоже видят. Они же не дураки. А потом вдруг повышение получаете не вы. Интересный проект отдают не вам. И на встрече говорите тоже не вы. И вы не одиноки. Я часто слышу это от сильных людей, которые держат на себе слишком много, но остаются в тени. Самопрезентация — это не только про собеседование или новые знакомства. Это и про влияние. Каждый раз, когда вы молчите, вы теряете авторитет, доверие и, как следствие, возможности. Сегодня я расскажу, как рассказать о себе, как презентовать себя и как привлечь внимание. Спокойно, уверенно, по делу и с уважением к себе. Вы руководите командой. Как обычно вы рассказываете о своей роли? Или вы считаете, что результат должен говорить за себя? Если вы руководите, то это особенно важно. Ваши сотрудники считывают с вас модель поведения. Если вы не говорите о своей работе, о своем вкладе, о своих результатах, то сотрудники считают, что рассказывать о себе — это плохо, это нескромно, это выпячивание. И они решают, что это не одобряется в вашей команде. В результате они не берут на себя ответственность, не берут на себя инициативу, потому что они не проявляются. Они становятся также невидимые. И вы не просто теряете голос, вы теряете влияние, вы формируете культуру молчания. Часто ли вам приходилось видеть, что повышение получает тот, кто громче говорит о себе, кто красиво рассказывает о своих проектах? И внутри есть некое сожаление, раздражение, обида и чуть-чуть, может быть, даже зависть. Вы думаете, я-то не такой, так нельзя же выпячивать себя. Но потом в результате вы видите, к чему приводит это выпячивание, какие результаты у человека, какие блага обратно он получает от компании. Какие слова вы никогда не говорите о себе, не произносите вслух, хотя они реально правдивы. Я управляю, я влияю на, я сделал что-то. Вы не слабый руководитель, вы просто не говорите. Вот моя зона влияния, вот мои результаты, вот мои проекты, вот чего я добился. Я могу быть полезен тут и тут. Все, что вы строите, остается в тени, как будто бы на черновике. И вот это ваше поле, которое вы создаете, оно остается в тени, и без света оно никому не видно. И это нечестно и по отношению к вам, и к вашей работе, и по отношению к вашей команде, потому что их результаты также остаются в тени. Что внутри вас происходит, когда вы слышите фразу «он просто умеет себя подать»? И это особенно обидно. Вы все делаете правильно, но внутри копится вот это раздражение и усталость. Усталость от этого режима невидимого. Когда мы не получаем обратную связь, а если мы не видим, то мы не получаем, то мы теряем мотивацию, мы теряем настрой. Нам важно получать извне подкрепление наших успехов, оценку наших результатов. Вы можете делать колоссальную работу, огромный объем работы. Вы можете каждый день спасать компанию от каких-то кризисов. Но есть те, кто умеет это красиво упаковать, кто умеет рассказать о себе, о своем проекте. И уверяю вас, они намного больше получают от компании, от людей, от мира, только потому, что они видимы этому миру. Мы все любим красивую упаковку. Когда что-то красивое нам рассказывают, мы любим красивые рассказы, красивые истории, красивый дизайн, но почему-то сами себя не хотим упаковывать. Считаем это чем-то неприличным. Ведь если крутой продукт круто упакован, нам вдвойне приятно его потреблять, с ним работать, его выбирать, чем разгребать, искать что-то, выискивать, находить что-то классное. Это намного, мне кажется, менее приятное занятие. И вот правда, у вас есть всего 30 секунд в теплой компании и 8 секунд в холодной аудитории, чтобы произвести впечатление о себе. В жизни не слышал ничего более смешного. Вы просто прелесть, Рид. Я люблю хорошую шутку. А теперь про Симмонса. Именно столько длится первое впечатление на встрече, на совещании, на выступлении. 30 секунд, чтобы понять, хотят с вами дальше взаимодействовать или нет, хотят вас слушать или нет. После этого у человека переходит слушание в такой фоновый режим. Он уже дальше слушает вас, но не слышит. Представьте, вас просят рассказать о себе. Не за 5 минут, а за 30 секунд. Поставьте это видео на паузу и попробуйте записать кружочек, например, в Telegram о себе. Если вам нужно за 30 секунд рассказать о том, что вы делаете. Представьте, на улице вы встретили старого коллегу или одноклассника, или на какой-то конференции подошел человек. Что вы будете рассказывать о себе? Если у вас эта речь не готова, то значит, вы потеряли внимание, вы потеряли новые возможности. И второй раз этого контакта уже не состоится. Что важно при рассказе о себе? Первое – это ясность. Четко я отвечаю за это, я делаю то. Никаких «я являюсь начальником департамента». Говорите конкретно и коротко. Я веду, я решаю, я влияю, я делаю. И это не хвастовство.
это всего лишь факт. Второе – это конкретика. Вместо «я столько всего делаю в компании», лучше привести конкретный факт. Например, если брать мой опыт работы в компании. Мы оптимизировали процесс продаж и сократили затраты на 30%. Класс? Класс. Факт? Факт. Факт – это вес. Это то, с чем нельзя поспорить, это то, что цепляет. Но нужно найти интересные факты. Попробуйте выписать 10 интересных фактов, которые можно интересно представить. Следующая – это формула 3+1. Дайте 3 факта о себе. Кто вы, что вы делаете, в чем вы эксперт, какую пользу вы приносите. И тут очень важно подстроиться под аудиторию. Вот это третий момент, нужно понять конкретно этой аудитории, что может быть полезно в взаимодействии с вами. Четвертое – это одна уязвимость, если это, конечно, уместно. Пример. Я отвечаю за финансы в компании, я кайфую от нестандартных задач, или я обожаю задачи со звездочкой, но я до сих пор боюсь публичных выступлений. Это сближает, это делает вас живым и настоящим. Важно не только, что вы говорите о себе, но и как. Коммуникация – это не только слова, но и ваше состояние. И очень круто считывает собеседник. Если вы нервничаете, волнуетесь, испытываете неловкость, то ровно то же самое чувствует ваш собеседник. Я проводила несколько мастер-классов по самопрезентации, и когда девочки говорили о себе и чувствовали неловкость, стресс, у меня самой замокала спина. Мне хотелось, чтобы скорее эти 30 секунд закончились. Тоже чувствуют ваши собеседники. Когда вы входите в комнату, на встречу, есть уже некое ожидание от вас. Если вы сильный лидер, то ожидают от вас маски лидера, уверенности, силы, отсутствия эмоций. И если вы спокойно скажете: «Мне всегда нелегко презентовать себя, но я знаю, как это важно», то это разряжает атмосферу. Вы не боитесь быть живым, и поэтому звучите еще сильнее. Если вы говорите сбивчиво, с оправданиями, очень быстро, то ваш авторитет тает. Что помогает? Помогает дыхание. Нужно сделать несколько глубоких вдохов. Наш голос становится ниже, приятнее. Когда мы говорим очень высоко и пискляво, это тяжело воспринимать собеседнику. Второе – это замедлиться. Я часто, когда волнуюсь или когда тема очень интересна для меня, начинаю быстро говорить, тараторить, да, и это тоже очень тяжело воспринимается нашими собеседниками. Следующий момент – это ставить точки. Для этого нужно продумать, нужен фундамент, нужна подготовленная презентация, чтобы понять, где расставить нужные точки. И следующий момент важный – это паузы. Не бойтесь пауз в вашей речи. Почему-то нам кажется, что именно в паузу нас прервут, не дослушают, что-то вставят, и мы потеряем внимание. Наоборот, пауза, она подводит итог нашей предыдущей речи и привлекает внимание, люди ждут, что же мы дальше скажем. Поэтому пауза, на самом деле, это реально великое благо. Оно позволяет и вам собраться немножко, и как-то, если вы что-то спутались, забыли, то подсобраться. И позволяет привлечь максимальное внимание к вашему собеседнику. Вам не нужно играть роль, вам нужно быть честным и откровенным. При этом не нужно импровизировать. Конечно, когда уже сама презентация будет отточена, то круто добавлять в нее какие-то импровизации, что-то новое, но фундамент должен быть. Вы не изменитесь за 5 минут, но вы можете перестать теряться. И это меняет, как с вами говорят, кому доверяют, кого замечают, кто получает лучшие задачи и проекты. Самопрезентация – это не про эго, это про уверенность и влияние на других. Но даже если вы умеете себя подать, это не значит, что вы не застряли. Часто вижу, человек звучит уверенно, громко, его замечают и уважают. Но внутри пустота, как будто все на паузе. Вот почему 3 года в компании – это порог, а не гарантия стабильности. Об этом в следующем видео. Подпишись, чтобы не пропустить.